Всех приветствую на своем канале, меня зовут Елена. Сегодня мы с вами свяжем вот такую вот красивую шапку с аранами. Раппорт узора составляет 22 петли и в высоту 30 рядов. Также здесь у меня провязана резинка 1 на 1 и сделан фиксированный отворот. Вязать мы с вами будем из пряжи Alize Baby Wool в 2 нити. Также вам понадобится 2 пары круговых спиц, номер 3 и 3,5. Номер 3 для вывязывания резинки, 3,5 для вывязывания основного полотна шапки. Маркер для того, чтобы отметить начало ряда, крючок, если вдруг петли потеряются, вспомогательная спица для вывязывания арана, игла для того, чтобы стянуть макушку, сантиметровая лента и чулочные спицы. Номер 3,5 для закрытия макушки. Также рекомендую еще пользоваться счетчиком рядов, чтобы не запутаться в рядах узора. Значит, набираем количество петель кратное 22. Я буду вязать эту шапку на обхват головы 50 сантиметров, поэтому у меня будет провязано 5 раппортов по 22 петли. Значит, я наберу 110 петель плюс одну для смыкания в круг. Если вы вяжете шапку для себя, рекомендую вам сначала связать образец резинкой 1 на 1, далее немного его подтянуть и измерить, сколько получилось у вас петель в 10 сантиметрах. Также вы получите из этой цифры как раз количество петель, которые у вас будет в 1 сантиметре. Ваш обхват головы вам нужно будет сделать минус 3 сантиметра, чтобы резинка была как бы вплотную. От обхвата головы вы считаете 3 сантиметра и умножаете на то количество петель в 1 сантиметре, которое у вас получилось при вывязывании данного образца. Вот. Полученную цифру вы смотрите, делится ли она у вас на 22. Если не делится, значит рекомендую вам после того, как вы провяжете резинку, прибавить недостающие петли для того, чтобы провязать несколько раппортов кратное 22 петлям. Надеюсь, объяснила понятно. Начинаем набирать петли. Петли мы будем с вами набирать на спицы большего размера, или рекомендую набирать их сразу на 2 спицы, для того, чтобы потом большую спицу вытащить и оставить все петли на более узкой спице. Набираем самостоятельно. Я набрала 110 петель плюс одну для смыкания в круг. Всего на спицах у меня 111 петель. А сейчас мы будем смыкать наше вязание в круг. Для этого смотрим, чтобы в середине наша косичка не была перекручена, чтобы вязание аккуратно вот смотрело вовнутрь. Я беру петлю с левой спицей, переношу ее на правую спицу и продеваю на нее петлю с правой спицы. Все скидываю, хвостики хорошенько подтягиваю. Мы сомкнули наше вязание в круг. Теперь мы приступаем к вывязыванию резинки 1 на 1. Это у нас будет первая петля лицевая, далее вяжем изнаночную. Перехожу на спицы номер 3, на которых я буду вывязывать нашу резинку. И вяжу изнаночную петлю. Первый ряд мы провязываем все изнаночные за переднюю стенку. Вот таким вот образом. Лицевые тоже за переднюю стенку. В первом ряду все вяжем за переднюю стенку. Так аккуратненько подвину, чтобы лучше петли скользили. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязываем так до конца наш ряд. Я провязала первый ряд нашей резинки. Теперь мы вешаем сюда маркер, отмечаем начало ряда и вяжем нашу резинку нужной нам высоты. Я буду вязать 6,5 сантиметров. Если вы вяжете шапку на ребенка, достаточно будет 6-6,5 сантиметров. Если вы вяжете шапку на взрослого человека, лучше рекомендую вам сделать резинку 7 сантиметров.
Вяжем самостоятельно, провязываем резинку. Одна лицевая, одна изнаночная. Напоминаю, что во втором ряду резинки все изнаночные мы будем вязать за заднюю стенку, все лицевые за переднюю стенку. Все, вяжем резинку самостоятельно. Встречаемся с вами, когда у нас уже будут провязаны все петли, все сантиметры, необходимые нам для резинки. Далее мы будем с вами делать фиксированный отворот. Я провязала 6,5 сантиметров нашу резинку. Вот у меня получилось ровно 6,5 сантиметров. И теперь начинаю вывязывать фиксированный отворот на нашу шапочку. Как это делать? Значит, изнаночную петлю мы провязываем, как обычно, а лицевую просто переснимаем нить за работой. Опять изнаночную провязываем, лицевую переснимаем. Все изнаночные мы провязываем, лицевые переснимаем. Так мы вяжем до конца ряда. Все, встречаемся в начале следующего ряда. Я провязала один ряд фиксированного отворота и дальше вяжу точно такой же ряд. Еще один ряд фиксированного отворота. То есть изнаночные петли я провязываю, а лицевые просто переснимаю рабочую нить за работой. Вот она за работой. Пересняли. И у нас начинается наша шапочка, вот видите, со второго ряда она начинается немножко загибаться. Все, вяжем так до конца ряда, еще один ряд. Я провязала второй ряд нашего фиксированного отворота и начала вязать уже третий ряд. Всего мы с вами провяжем 3 ряда нашего фиксированного отворота. Довязываем третий ряд и встречаемся в начале маркера. Так, все, вот мы у нашего маркера. Довязываем последнюю петлю, перекидываем маркер. И дальше начинаем вязать также резинку 1 на 1. Где-то давайте провяжем с вами 4,5 сантиметра и встречаемся вот в начале маркера. Вяжем резинку 4,5 сантиметра. Одна изнаночная, одна лицевая, как мы вязали до этого. То есть лицевую мы все начинаем провязывать, как обычно, за переднюю стенку. Изнаночную за заднюю, лицевую за переднюю. Все, вяжем еще 4,5 сантиметра резинки. Вяжем самостоятельно. Я провязала 4,5 сантиметра нашей резинки от линии сгиба. И сейчас мы с вами перейдем на спицы большего размера, которыми мы дальше уже будем вязать всю шапку. Вот наш маркер. Берем спицы 3,5 и вяжем также резинку. Маркер пока уберем. Переходим, вяжем ряд, одна лицевая, одна изнаночная и встречаемся с вами после того, как провяжем этот ряд спицами 3,5. Ну все, теперь наша работа готова к вывязыванию узора, и мы вяжем с вами подготовительный ряд для узора. Для этого одеваем наш маркер и вяжем уже непосредственно раппорт нашего узора. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные,
2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Так, сейчас посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10. 2 изнаночные. Так, сейчас еще раз. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И 2 лицевые. 2 лицевые. Все, мы с вами связали 22 петли нашего первого раппорта. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22. Вот наш первый раппорт. То же самое мы повторяем в нашем втором раппорте. То есть опять провязываем 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так, еще получается еще 2 изнаночные, 2 изнаночные и 2 лицевые. Все, мы связали второй раппорт. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2 изнаночные. Так, мы с вами связали 2 раппорта. Дальше вы вяжете еще также до конца ряда. В конечном итоге, вот когда вы подойдете к маркеру, у вас все петли должны совпасть. То есть закончите вы 2 лицевыми петлями. Все, вяжем этот ряд до конца, встречаемся около маркера. Я провязала наш ряд до конца и разделила оранжевыми маркерами окончание нашего раппорта. То есть у меня всего 5 раппортов. Вот один раппорт я повесила оранжевый маркер, второй раппорт оранжевый. В общем, все оранжевые маркеры на моем вязании разделяют раппорты. А начало ряда у нас зеленый маркер. Теперь мы с вами начинаем непосредственно вывязывать наш первый ряд узора. Вяжем, значит, 2 изнаночные, 1 петлю мы снимаем и оставляем ее за работой, лицевая. Это лицевая петля. Вяжем 1 лицевую, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее лицевой за переднюю стенку. Дальше следующую лицевую мы снимаем перед работой. Вяжем 1 лицевую, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее лицевой. Дальше вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так, и снимаем 2 петли лицевые на дополнительную спицу, оставляем их перед работой. Вяжем 1 изнаночную, возвращаем снятые петли на левую спицу, провязываем их лицевыми. Дальше 1 петлю мы снимаем изнаночную за работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем снятую петлю на левую спицу,
и провязываем ее изнаночной. Вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые. Все, мы с вами связали один раппорт узора. Далее вяжем так самостоятельно до конца ряда. Первый ряд узора мы провязали, вяжем второй ряд. Все четные ряды 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и так далее, все четные мы вяжем также по узору. То есть ничего не меняем, как бы закрепляем наше вязание. Все, девчонки, вяжем самостоятельно. Закрепляем первый ряд, то, что мы провязали. Все петли, вот как есть изнаночные, вяжем изнаночные, лицевые мы вяжем лицевыми. Ничего тут не скрещиваем, просто провязываем этот ряд по узору. Встречаемся, когда будем вязать наш третий ряд узора. Я довязываю второй ряд. Хочу вам сказать, чтобы вы не забывали отмечать на счетчике рядов, сколько рядов вы провязали, чтобы вам не запутаться. Начинаем вязать третий ряд нашего узора. Вяжем 2 изнаночные, одну лицевую мы снимаем перед работой, вяжем 1 лицевая, возвращаем нашу снятую петлю на левую спицу, провязываем ее лицевой. 1 лицевую снимаем за работой, вяжем 1 лицевую, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее лицевой. Далее 2 изнаночные, две лицевые мы снимаем перед работой, вяжем 1 изнаночную, возвращаем 2 петли на левую спицу, провязываем их лицевыми. Дальше у нас идут 2 изнаночные, дальше идет перекрещивание в правую сторону из лицевых петель. 2 лицевые мы снимаем за работой, вяжем 2 лицевые. Сильно не затягивайте, потому что узор он и так стянут очень. Здесь очень много перекрещиваний в этом узоре, поэтому узор такой достаточно стягивающий. Возвращаем 2 лицевые на левую спицу, провязываем их лицевыми. Вяжем свободно. Далее 2 изнаночные. Одну изнаночную мы снимаем за работой. Вяжем 2 лицевые. Возвращаем снятую петлю на левую спицу и провязываем ее изнаночной. Все, мы с вами связали раппорт третьего ряда нашего узора. Далее вяжем также до конца ряда, встречаемся в начале 5-го ряда. 4-й ряд мы также ничего не меняем, потому что он четный. Все, встречаемся в начале 5-го ряда. Вяжем 5-й ряд узора. 2 изнаночные, 1 петлю мы снимаем за работой лицевую, провязываем 1 лицевую, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее лицевой. Одну петлю мы снимаем перед работой лицевую, вяжем 1 лицевую, возвращаем 1 лицевая. Далее вяжем 3 изнаночные,
2 лицевые мы снимаем перед работой, вяжем 1 изнаночную, возвращаем, 2 лицевые. Дальше 1 изнаночную мы снимаем за работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем, провязываем 1 изнаночную. Далее 2 лицевые снимаем перед работой, вяжем 1 изнаночную, возвращаем, 2 лицевые. Одна изнаночная у нас остается за работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем, провязываем 1 изнаночную и заканчиваем раппорт тоже 1 изнаночной. Все, мы связали 5-й ряд нашего узора. Далее вяжем ряд до конца. Встречаемся с вами в начале 7-го ряда. Вяжем 7-й ряд узора. 2 изнаночные, 1 лицевую снимаем перед работой, вяжем 1 лицевую, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее лицевой. 1 лицевую мы снимаем за работой, провязываем 1 лицевую, возвращаем снятую петлю на левую спицу и провязываем ее лицевой. Далее вяжем 4 изнаночные, две лицевые мы снимаем перед работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем на левую спицу снятые петли, провязываем их лицевыми. Дальше 2 изнаночные, дальше опять перехлест влево, 2 лицевые снимаем перед работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем, провязываем эти петли лицевыми, 2 изнаночные. Вот мы с вами связали 7-й ряд. Далее вяжем этот ряд до конца таким же образом. Встречаемся с вами в начале 9-го ряда. Вяжем 9-й ряд. 2 изнаночные, 1 петлю мы снимаем лицевую, оставляем ее за работой, провязываем 1 лицевую, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее лицевой, 1 лицевую снимаем перед работой, вяжем 1 лицевая, возвращаем, провязываем ее лицевой, 2 изнаночные, перекрещивание вправо, 2 изнаночные мы снимаем
за работу. Вяжем 2 лицевые. Возвращаем снятые петли на левую спицу. Провязываем их изнаночными. Далее сразу же идет перекрещивание в левую сторону. 2 лицевые мы снимаем перед работой и вяжем 1 изнаночную. Снятые петли одеваем опять на левую спицу. Провязываем их лицевыми. Далее перекрещивание в правую сторону. 1 изнаночную оставляем за работой. Вяжем 2 лицевые. Возвращаем петлю. Провязываем ее изнаночной. Изнаночной. Далее 2 лицевые мы снимаем перед работой. Перекрещивание в левую сторону. 2 изнаночные. Возвращаем. 2 лицевые. Раз лицевая, 2 лицевая. Все, мы с вами связали 9 ряд нашего узора. Далее вяжем так до конца нашего ряда. Встречаемся с вами в начале 11 ряда. Вяжем 11 ряд. Провязываем 2 изнаночные. Одну лицевую снимаем перед работой. Вяжем 1 лицевая. Возвращаем снятую петлю на левую спицу. Провязываем ее лицевой. 1 лицевую мы оставляем за работой. Вяжем 1 лицевая. Возвращаем 1 лицевая. Я прошу прощения, если слышно посторонние звуки. Тут соседи музыку включили очень громко. Так просто слышно ее у нас. 2 изнаночные. Дальше вяжем 2 лицевые. 3 изнаночные. Перекрещивание у нас идет в правую сторону из лицевых петель. 2 лицевые мы снимаем за работу. Вяжем 2 лицевые. Возвращаем 2 лицевые на левую спицу. Провязываем их лицевыми. Далее 3 изнаночные и 2 лицевые. В этом ряду только одно перекрещивание. Все, мы провязали с вами первый раппорт. Далее так вяжете до конца ряда. Встречаемся с вами в начале 13 ряда. Вяжем с вами 13 ряд. 2 изнаночные. 1 петлю лицевую оставляем за работой. Провязываем 1 лицевую. Возвращаем снятую петлю на левую спицу и провязываем ее лицевой. Маша кричит соседям, чтобы они музыку выключили.
Одну петлю снимаем перед работой. Одна лицевая. Сейчас, Маш. И еще одна лицевая. Дальше 2 изнаночные. И следом идет перекрещивание. 2 лицевые снимаем на дополнительную спицу перед работой, вяжем 2 изнаночные, возвращаем, провязываем петли лицевыми. Так, дальше одну изнаночную мы оставляем за работой. Вяжем 2 лицевые. Возвращаем. Изнаночная. 2 лицевые снимаем перед работой. 1 изнаночная. Возвращаем снятые петли. Провязываем их лицевыми. Так, далее 2 изнаночные оставляем за работой. Вяжем 2 лицевые. Возвращаем. Снятые петли. Провязываем 2 изнаночные. Изнаночные. Все, мы с вами провязали один раппорт 13 ряда. Дальше вяжем этот ряд до конца и встречаемся в начале 15 ряда.